Кто бы мог подумать, что после долгих лет застоя и посредственных обновлений Photoshop все же заиграет новыми красками, но уже при помощи нейросетей. В этом видео я расскажу вам о новой нейронке от Adobe, сравню ее с главным конкурентом, нарисую миллион пончиков и даже заставлю удивляться кота. Но напоследок покажу вам то, на что Firefly от Adobe пока еще не способен. А с вами, как и всегда, Серджи Каз. Погнали к делу. Firefly — это нейронная сеть для генерации изображений, созданная компанией Adobe для использования внутри своих сервисов. В настоящее время эта нейронная сеть доступна только в бета-версии Photoshop. Одним из главных преимуществ Firefly является то, что она была предобучена на собственных фотобанках, что позволяет использовать ее для создания своих работ без нарушения авторских прав. Интерфейс для работы с нейронкой очень простой. По сути, это вся панель для работы с ней. Здесь сразу же можно подметить несколько минусов. Отсутствие поля для ввода негативных промптов, нету возможности переключаться между режимами генерации, то есть text to image, image to image, InPaint. По сути, нам дают работать только в одном режиме, и это огромный минус. Также нет возможности настроить саму генерацию, отсутствуют какие-либо ползунки, а подобные настройки очень сильно бы пригодились здесь. Эх, избаловали нас всякие Stable Diffusion. Для начала я предлагаю пробежаться по заявленному функционалу и фишкам. Adobe в своих рекламных роликах показывает, что главным преимуществом интегрированной нейронной сети Firefly является крутой outpainting режим, то есть режим, в котором ты расширяешь изображение, а нейронная сеть дорисовывает недостающие участки. Также возможность генерировать изображение без необходимости задавать промпты и крутой InPaint режим, который же сам понимает, что ему нужно убрать, либо же дорисовать и так далее. Работа с нейронкой интуитивно понятна, и в ней невозможно запутаться. Все, что вам нужно сделать, это выделить нужную область, ввести промпты через запятую на английском языке, это важно, выбрать слой и нажать на кнопку генерации. За один раз генерируются 3 варианта, между которыми можно быстро переключаться с помощью специальной кнопки. Давайте возьмем в качестве примера такой пейзаж с домиком и попробуем сделать outpaint, то есть максимально расширить это изображение. Сначала я расширяю холст до нужного мне соотношения сторон, выделяю область, которую я не хотел бы затронуть, делаю это с небольшим запасом на всякий случай, инвертирую ее и просто нажимаю на кнопку генерации. Как я упоминал ранее, в этом режиме не обязательно вводить промпты, и это действительно хорошо работает. Предположим, что мне не нравится этот дом, и я хочу видеть на его месте другой. Для этого я выделяю область с домом, ввожу слово house в промпты и просто нажимаю на кнопку генерации. И получаю почти мгновенный результат. Дальше представим, что я хочу полностью удалить этот дом. То я снова выделяю нужную область и в промптах ввожу слово natural, то есть природа. И вуаля, его будто бы здесь и не было. Единственный недостаток, который бросается в глаза, это различное качество генерации. Сгенерированное изображение не такое четкое и кажется, что его просто растянули. Также я заметил, что генерация не всегда проходит идеально и порой остаются некоторые странные объекты, которые приходится затирать вручную. По заявленным функциям и фишкам мы вроде бы пробежались, можем переходить дальше. Попробовав Firefly, мне сразу же захотелось сравнить ее с ближайшим аналогом, а именно со Stable Diffusion в лице плагина Stable Art. Этот плагин был создан умельцем на GitHub и, по моему мнению, является наилучшим решением для работы со Stable Diffusion в Photoshop на данный момент. Он легкий, понятный и обладает всем необходимым функционалом. Конечно, сравнивать их напрямую не очень продуктивно, ведь они предлагают немного разный опыт. Тем не менее, я предлагаю выбрать несколько задач и просто посмотреть на качество генерации и затраченное время. Первым исходником на обработку будет портрет девушки, а по техническому заданию мы должны заменить бэкграунд на ночную улицу и переодеть ее. Чем реалистичнее получится результат, тем лучше. Первым на очереди у нас всегда будет Firefly.
На все про все я потратил какие-то фантастические 3 минуты. За это время я успел заменить и выбрать нужный мне фон, сгенерировать новую одежду и избавиться от мелких косяков. Это удивительно. А используя плагин Stable Art, я потратил уже 18 минут. Мне пришлось потратить больше времени на создание ночного фона, так как я работаю в режиме InPaint, и мне пришлось дорабатывать исходное изображение, добавив темный пучок сверху, чтобы нейронка понимала, что исходный материал темный, и мне нужно именно ночной задний план. Также потратил много времени на детализацию волос и одежды, удаляя ненужные элементы на масках и уже вручную дорабатывая изображение. Короче, очень много мелкой работы. Дальше изображение с котом. Попробуем максимально расширить его. На весь процесс аутпейнтинга изображения я потратил 2 минуты при помощи Firefly и еще 2 минуты, чтобы превратить кота в собаку. Используя Stable Art, на весь процесс аутпейнтинга я потратил 10 минут 40 секунд. Так как мы сравниваем модели прямо в Photoshop, а у Stable Diffusion Outpaint модель есть только в UI-версии, пришлось изобретать костыли и прыгать с ними до финального результата. Ну и конечно же воспользовался функционалом и превратил рыжего кота в чихуахуа всего за 1 минуту 30 секунд. Вау. В этом сравнении проявляется самый главный плюс Stable Art по сравнению с Firefly. Это настраиваемая InPaint модель. Нейронка учла размер и цвет и круто превратила кота в собаку. Но это ли не круто? Далее у нас генерация людей. Как ни странно, но Firefly сгенерировал мне 3 одинаковых девушки, только в разных ракурсах и позах. По ним прям видно, что это одна и та же девушка со стоков. И наверное при желании подобный исходник можно найти, но я уже не стал запариваться и искать. У сгенерированных людей большие проблемы с конечностями и лицами. Посмотрим, что подготовит нам Stable Diffusion. Stable Diffusion справился со своей задачей куда лучше, но тут уже многое зависит от используемой модели. Но так или иначе, результат куда круче. На генерацию обе нейронки потратили приблизительно то же время. И по итогам сравнения, Firefly во многих случаях просто всухую уделывает своего ближайшего конкурента, ну по крайней мере по затраченному времени. Но здесь кроется самое главное но, которое переворачивает все. Теперь к самому главному, на что Firefly от Adobe пока еще не способна. Как я и говорил ранее, Firefly не справляется с некоторыми задачами в моем использовании, и если коротко, то она просто не даст тебе комфортно собрать нужный тебе коллаж. В первую очередь из-за того, что у нее отсутствует режим InPaint и нет возможности влиять на генерацию. Я рисую нужную мне форму от руки, после чего я использую InPaint для того, чтобы допилить зарисовку до нужного результата. Делаю это шаг за шагом, пока не получаю конечное изображение. В этом режиме у меня максимально развязаны руки, и что самое главное, я очень сильно контролирую сам процесс, а это очень важно. Подводя итоги, могу с уверенностью сказать, что пока Firefly больше подходит для обывателя, нежели чем для профессионала. Если тебе нужно удалить или добавить объект, или за пару щелчков мыши заменить фон, то Firefly справится с этим на ура. Но если ты собрался собрать сложную сцену, и у тебя есть четкое видение конечного результата, то лучше SD еще пока ничего не придумали. Такие мысли. Ну а с вами был, как и всегда, Серджикас. До скорых встреч. Пока. Также, если вы хотите, можете подписаться на мой телеграм-канал. Там я частенько что-то публикую, какие-то свои мысли. Там быстрее всего люди узнают о новых роликах, которые будут выходить быстрее. И вообще комьюнити, который поближе ко мне. Вау! Спасибо вам, что вы существуете. Буду рад, если вы поставите лайк, подпишитесь на канал. Всем пока.